Сегодня на Большой Чимган идем. Вот последний привал, обед перед последним рывком. Снега, дайте снега! Да, как в сказке. Погода сегодня была швах. Без комментариев. Большой Чимган, или коротко БЧ. Всего 80 километров на машине, и вы уже можете начать свое неспешное восхождение на Большой Чимган. Логистически гора расположена очень удобно. Здесь даже сама тропа на вершину начинается сразу от дороги. В других регионах, чтобы организовать подобное восхождение, приходится добираться намного дальше и намного дольше. Сегодня мы идем по западному гребню. Это, наверное, самый популярный маршрут. Есть еще маршрут Жуковский, маршрут по центральному кулуару, ну и многие другие. Все они разной степени сложности и по альпинистской классификации варьируются от 1А до 4Б. Независимо от сложности выбранного вами маршрута, на гору, и это касается не только БЧ, всегда нужно идти с опытным гидом. Как ваше самочувствие? Отлично. Прекрасно. Вы сюда пошли. Смотреть на красоту. А не тяжело идти? Пока нет. Говорят, дальше будет сложнее. Я смотрю, вы впереди всех идете. Ну, практически, конечно. Маршрут по западному гребню можно условно разделить на два этапа. Первый — это от дороги до грота, и второй — от грота и до вершины. Первый этап — это хорошо протоптанная тропа, по которой нужно просто настойчиво идти наверх до грота. Ну куда идете, рассказывайте. Я не знаю, меня утром подняли, говорят, идем. Я такой, блин, опять что ли? Сам грот используется как традиционное место остановки туристов. Грот — это перекресток. Здесь люди решают, продолжать ли восхождение или идти обратно. Ждут свою группу, обедают, встречают знакомых, укрываются от непогоды. Тань, как вам подъем дался? Классно, вообще. С каждым разом все легче и легче. Кому порекомендуете? Всем, кто хочет, кто пожелает. Пусть идет. Это кайф. Что там на Чимгане сегодня? Нормально, отлично. Снег был? Да, обязательно. Как Чимган без снега, это не Чимган. Внизу, кстати, снег еще есть. Вы видите? Да. Так что всем рекомендую. Кать, на таблеточках что ли подняли? Нет, вот только предлагает, Это представляешь? волшебный таблет. Один сникерс посоветовал, другой протеин с утра выпить, третий колу, и я вот еле ползу. Не могу понять, то ли кола, что-то с ней не то. Слышь, что ли? Нет, растворилось все вместе с мышцами. Ну для кого подойдет там маршрут? Ну, попробовать может каждый. Благо, поход радиальный, то есть здесь можно будет остаться еще пониже. То есть каждый может попробовать себя оценить. Ну, как правило, доходят не все. Из 100%, скажем, процентов 60, так, 70. Какая-то часть людей сходит все равно с дистанции. Так как восхождение все равно, постоянный набор высоты. То есть не так просто. Маршрут сам А палки лучше оставить? один из, ну, классический, считается один из простых. То есть на Чимган есть много маршрутов, остальные уже категорийные, то есть довольно-таки сложно по сравнению с этим. Но этот считается классический, простой, но даже на нем не все доходит. Так что так. Второй этап похода — это короткий, но резкий участок от грота и до триангулятора на вершине. Этот участок технически сложнее, хотя, если посмотреть по карте, идти-то всего ничего. Однако эти последние 300 метров подъема до вершины, с 2900 до 3200, это скальные участки, где необходимо быть внимательными и строго следовать указаниям гида. Второй этап однозначно запомнится вам намного ярче, чем весь предыдущий подъем. Ну и восхитительные виды всех чимганских дворцов и замков, конечно, именно там. Они начинаются сразу после грота. Ну что скажете? Конечно, страшно-то. Да, жутко. Ужасно. Все, ладно. Ну как вы? Как? Надо до вершины. Да ничего страшного. Ничего страшного. Главное, Зато снег посмотрели, сейчас камни скользкие, классно же. вообще очень весело. Вы не жалеете, что пошли в такую погоду? Нет? Жалею, конечно, если познала. Самое то. Самое то? Самое то, да.
Я говорю, не ходите, люди, на Большой Чимган, сидите дома. А нам вон туда. Вот туда. С геологической точки зрения, гора Большой Чимган представляет из себя локалит гранита, который сверху покрыт палеозойскими известняками. А палеозой — это период земной истории, когда большая часть поверхности планеты была покрыта безбрежным океаном. И все эти замки и крепости Чимгана — это высохшие лагуны палеозоя. Куда, а? Ого-го! Да, Не тяжело? не, нормально. Как вам маршрут нравится вообще? Четко. Адреналин вот на всю жизнь хватит. Ну конечно, снег видели, Да, вот дождь видели, дождь. Ташкент отсюда даже видели. Слушай, весь Узбекистан видно отсюда. В среднем общее время подъема от дороги на вершину 5-6 часов, хотя некоторые скайранеры и забегают наверх меньше, чем за 2 часа. Но для тех, кто пришел сюда не рекорды бить, а просто полюбоваться природой, то 5-6 часов — это среднее время подъема. Длина всего маршрута около 16 километров и общий набор высоты примерно 1600 метров. С Большого Чимгана обычно открываются очень красивые виды. Видно Червакское водохранилище и обрывистая плата Пулатхан. Но, как вы понимаете, это не сегодня. Сегодня же у нас 28 августа. Я думаю, что сейчас для всех стало очевидно, почему даже летом в горы нужно всегда брать с собой куртку или пончо. На спуск с горы в среднем уходит где-то около 3-4 часов. И на спуске всегда нужно помнить народную мудрость. Главное на горы не подняться, а главное с нее успешно спуститься. Потому что когда идет снег или дождь, то тропы Большого Чимгана становятся еще интересней. И здесь, конечно, рекомендуется, чтобы у всех была нормальная горная обувь. Ну или ботинки с электрическим левитатором. Сегодня спуск будет быстрым. У нас подготовленная группа, и у некоторых есть телепорт. А у кого-то даже и дорогие горные левитаторы. Как там наверху? Первый раз сегодня поднялся за всю жизнь. И сразу в снег, а? Здрасте, держитесь. Здрасте, здрасте, как вы? Как вам со снегом повезло? Ой, нам повезло. Это вы заказывали? Да. Там на вершине еще красивее было. Снег идет, а они в горах ходят. Запоминающийся поход. Не сдуло вас? Нет, снежочек, просто кайф. Замело, вот реальная метель, прям бьет такой ветер со снегом. Даже вот сфотографироваться не захотелось. А зачем туда ходить, а? Ходить, ну, получать наслаждение от самого процесса, да. Вы точно знаете, зачем ходить на Чимган? Нечего там делать. Дома пиво, рыбка. Не ходите сюда никто. Вот человек познал дзен. Да. Чтобы вот это понять, надо ходить на Чимган. Наверное, да. Я устала. Ну кому подойдет маршрут на Чимган? Всем, кто захочет. Да. Главное желание, Да. да. Справится каждый, я думаю, что. У кого есть ноги, Все дойдут. все дойдут. Ну как ваши ощущения после спуска по тросу? Ну кому маршрут такой подойдет? Только профессионалам. Я думаю, вот мы-то взошли, спускаемся сейчас, но новичкам я бы не рекомендовал. Там людям сложно увидеть. Здоровым человеком. Ну, а вам как? Все круто, первый раз интересно очень. Ну, собираюсь еще раз приходить и попробовать еще раз. В горах, конечно, очень красиво, и в ролик много что просто не уместилось. Ну а вы в свой выходной день все равно сидите, пожалуйста, дома. А вот мы будем ходить и снимать для вас интересные места и события. Ну, пока.